то это жижа, глина и как... Лошадь, блядь! Есть что, у меня Iron Man. Ну, если не в курсе. Это просто пиздец. Ты знаешь, у меня даже нету ощущения разочарования и так далее. Может ли обычный человек фактически с дивана прокачать себя за 4 месяца так, чтобы пробежать марафон за 3,5 часа, а потом еще через 3 недели финишировать гонку Ironman 73? Еще в марте Таш бегал марафон за 4 часа и весил на 10 килограмм больше, чем сейчас. И ни разу, повторяю, ни разу не сидел за рулем дорожного велосипеда в контактных педалях. Сегодня же он стал участником гонки Ironman в Марокко и значительно сбросил свой вес. Сможет ли он преодолеть 2 километра вплавь, потом проехать 90 километров на велосипеде и в довершение всего пробежать 21 километр и при этом показать достойный результат? Ведь в Марокко в это время очень жарко. А чтобы было еще интереснее, мы придумали еще один челлендж и для меня. В триатлоне на длинной дистанции с овациями встречают 2 человек на гонке. Это победителя и последнего финишировавшего атлета, который уложился в лимит гонки. Нам стало интересно, каково это быть почетным последним финишером. Будет ли такой же салют на финише, как на полной дистанции? Ведь никто специально не едет на гонку Ironman, чтобы прийти последним. В общем, сразу 2 повода устроиться поудобнее и досмотреть это видео до конца, чтобы узнать, получилось ли у нас с Ташем выполнить эти 2 челленджа. И да, сразу скажу, что снимать во время гонки запрещено, но вы увидите кадры от первого лица, так как я взял с собой на гонку 2 камеры. Думаю, что это первое видео, снятое участником гонки Ironman. Если бы меня поймали, меня бы ждала дисквалификация. И еще мы поделимся информацией, сколько стоит принять участие в соревнованиях Ironman на примере гонки в Марракеше. Вы смотрите YouTube-канал Бег Вреден, и сегодня я расскажу вам о том, чем закончился челлендж Таша, который еще полгода назад критиковал триатлон. Если вы не следили за этим процессом, то вот тут по ссылке можно посмотреть в плейлисте все серии о том, что произошло за последние полгода. Если коротко, то в марте он весил на 10 килограмм больше, лучшее время на марафоне у Таши было больше 4 часов, и он абсолютно не имел никакого понятия, как ездить на дорожном велосипеде в контактных педалях. Весной он поспорил на 10 тысяч рублей с одним из наших подписчиков, что осенью сделает половинку Ironman. Буквально через месяц он падает с велосипеда и ломает себе ключицу. Казалось бы, челлендж под угрозой срыва. Но нет. Титановая пластина и 3 недели восстановления позволяют продолжить готовиться к осеннему старту. Мы выбрали гонку Ironman 73, которая должна была пройти в Марракеше в последнее воскресенье октября. И вот настал час Че, и мы едем на соревнования в Марокко, где каждому из нас придется преодолеть 1,9 километра вплавь, проехать 90 километров на велосипеде и после этого пробежать 21 километр. При этом мы понимаем, что температура в Марокко в это время достаточно высокая, более 30 градусов. А это сильно усложняет задачу. Кстати, кому интересны подробности проведения Ironman Марракеш, в этом ролике мы достаточно подробно о них расскажем. А вы нам напишите, что вы думаете про подобную организацию гонки. Нам очень интересно. Обычно, если старт проходит в местах, которые по климату и временному поясу сильно отличаются от места, где вы живете, рекомендуется приехать заранее, чтобы хоть как-то адаптировать организм к серьезным нагрузкам. Либо, если у вас нифига нет времени, то сразу лететь максимально близко к старту. Мы взяли билеты до Касабланки, чтобы уже в пятницу быть на месте. Почему брали билеты до Касабланки, а не прямо в Марракеш, город, где будет проводиться старт? Все очень просто. Прямых рейсов в Марракеш на эти даты не было. А с пересадкой лететь нельзя, так как вероятность, что велосипед, а без него, кстати, гонка невозможна, может быть потерян или доставлен с большой задержкой, достаточно высока. Выбирая прямой рейс, вы минимизируете вероятность прибыть на старт без велосипеда. Процедура отправки велосипеда несложная. По правилам авиакомпании надо заранее сообщить о том, что вы будете с негабаритным багажом. В день отлета заявляетесь на стойку регистрации с велочемоданом, регистрируете его, получаете посадочный талон и везете велосипед туда, где принимают негабаритный багаж. Процедура несложная. Главное поверить, что твой велосипед прилетит вовремя туда, куда ты летишь. Касабланка! Сколько радости у триатлониста, когда приезжает его велосипед вместе с триатлонистом. Что мы 2 часа полета посвятили разгону. Что делать, когда не приехал из-за плохих марокканских авиалиний? Точно не приедет город. В Касабланке мы взяли машину Дача Докер, которая нам обошлась в 10 тысяч рублей на 4 дня. Сразу скажу, что это очень крутой вариант, так как 2 велочехла помещаются в эту машину так, что даже не нужно складывать заднее сиденье.
Пару слов про полицию. Выезжая из аэропорта, мы сразу попали на пункт взимания платы за дорогу, но по какой-то странной случайности карты к оплате не принимались. Только наличные, которых у нас не оказалось. А чтобы развернуться и поехать обратно в аэропорт, нужно тоже заплатить. Короче, западня. Человек на кассе сказал, чтобы мы проехали за грузовиком, когда тот оплатит и поедет под шлагбаум. Мол, нам за этого ничего не будет. Ну, мы, конечно, это сделали. Ну все, ждем, когда нас теперь посадят, да? Когда нас не посадят? Отпустили нас, но так делать нельзя 100%. Ну что, вот мы и в нашем пионерском лагере. Тут тихо, люди ходят в форме. Отель мы выбирали из расчета рейтинга на букинге, поэтому от места старта и финиша мы жили не очень близко. Но у нас была машина, и отель оказался вполне норм. 1500 евро за 4 дня за 2 номера. Мы решили не жить в черте города, потому что там не было нормальных отелей, а приехали в отель, который типа как резорт. Здесь all-inclusive, здесь вода. У каждого участника соревнований Ironman есть определенная последовательность действий, которую он должен обязательно выполнить, чтобы гонка состоялась. Первое – собрать велосипед, проверить его в действии, получить стартовый пакет, поставить велосипед в транзитку и развесить мешки по транзитным зонам. Кому интересны все подробности этих манипуляций, у нас есть несколько роликов на канале про старты в Барселоне и в Гамбурге. Там все подробно описано. Собирать велики – одно удовольствие, правда, закончили мы это делать уже затемно, поэтому катались, когда на улице было совсем темно. Велики собрали, вроде нормально все. Главное теперь, чтобы машина не сбила, потому что мы все в черном. Ну и дорога классная. О, мотопедисты. Культуре вождения в Марокко можно посвятить целый ролик. Люди ездят очень опасно. Кто когда-либо водил автомобиль в Бангкоке, то в Марокко вы Бангкок будете вспоминать с улыбкой на лице. Мы вернемся еще к поведению на дорогах, так как велоэтап проходил по дорогам общественного пользования. Не пытайтесь угадать, что там было. У вас будет шок. Но об этом чуть позже. В общем, мы находимся сейчас на автодроме марокканском, который находится в Марракеше. Здесь же будет финиш. Культовое место. Культовое место, как говорит Таш, но это не так. Культовое место мы уже проехали. Это вот там, где нас чуть не отобрали машину. Да, вот, собственно говоря, вот там будет финиш-лайн. То есть мы фактически... Падыки. Да, нет, ну, опять же, Таш говорит, что мы финишируем в Падыке. Я говорю, мы финишируем за гаражами. Вот смотрите, блин, вот это вот место, где будет финиш. На следующее утро мы запланировали посещение Экспо. На стартах Ironman это крутая спортивная выставка, где можно купить абсолютно все необходимое для гонки. К примеру, перевозить баллоны с сжатым воздухом в самолете нельзя, их, как правило, покупают на Экспо. Также вы можете купить себе питание на гонку, экипировку, в общем, все, что вы захотите и то, что нужно для атлета. 1864. А я? Что было на Экспо, описать без использования абсцентной лексики невозможно. Но я попробую. Да. 27 долларов. Вот здесь, видишь, вот на этих майках среди... здесь ты можешь найти свое имя. Качество, конечно, феерическое. Качество... Видишь, вот поэтому нужно определить уровень производства. Да, я брать это не буду. Как таковой выставки не было. Была представлена продукция с символикой Ironman. Причем качество было ужасное. Дно было пробито. Смотрите, какое дно. Вот это фиаско. То есть вот это вот, все, я эту фирму вычеркиваю к чертовой матери. Это, блядь, просто кусок дерьмища. Зерот. Ничего из предложенного даже на память мы не хотели покупать. Вообще, мерч Ironman – это странная история. Люди тратят внушительные средства для того, чтобы подготовиться к старту. Покупают слот, например, слот на половинку Ironman стоит 350 евро. На полную дистанцию он стоит 700-750 евро. Также участник тратит деньги на трансфер, проживание, экипировку и в итоге имеет возможность купить, блядь, майку за 25 евро качество одежды с черкизовского рынка. Вот почему нельзя сделать цену выше, чтобы поднять качество? Почему челлендж может, а Ironman нет? License. Это про тебя.
Чтобы получить стартовый пакет, в который входит номер, 3 мешка для транзиток, плавательная шапочка и рюкзак, нужно предъявить лицензию триатлониста. Зачем она вообще существует, это отдельный вопрос, но на каждом старте за $20 можно купить разовую лицензию. В Марокко история сложнее и дороже. Если у вас нет лицензии, вы можете ее купить за 36 евро, но вам нужно будет предъявить медицинскую справку. Да ладно! Вы скажете: да, все окей, так многие делают. Обычно вы подписываете специальный документ, отказ от ответственности организатора перед вами. Речь идет о последствиях гонки, связанной с вашим здоровьем. Покупайте разовую лицензию и вперед. В нашем случае нам предложили получить медсправку за 22 евро, этажом выше, и потом за 36 купить лицензию. Диме надо об этом рассказать. Я не понял, он просто поставил нам печать? Да. То есть вот эти все приборы, которые у него лежали... Они декорации. Справку нам выписали даже не глядя на нас. То есть это липа. Объяснить этот факт действительно невозможно. Потом нам дали подписать отказ от ответственности, что уже странно при наличии справки, и отдали стартовый пакет. Обычно в рюкзаке можно найти много полезной снети от спонсоров. В Марокко было очень аскетично, так как кроме конверта и мешков в рюкзаке больше ничего не было. Expo. But there is not Expo, it's just the brand shop. Yeah. Because we need the CO2 gas balloon or They just... don't have. They order it. Maybe this afternoon they will get it. Because Do you know any cycle shops in the Marrakesh? with this? Decathlon? Decathlon. Yes. Как вы поняли, представитель организаторов сообщил, что все, что мы видели, это и есть Экспо. Но на Экспо купить ничего нам не удалось. Но необходимость в баллонах со сжатым воздухом у нас осталась, и мы поехали в Декатлон. Зачем мы приехали в Декатлон? В Декатлон мы приехали, потому что Экспо в Марракеше херовое. Его нету. Да. В первом Декатлоне баллонов не оказалось, и мы поехали в другой. Что 100% в этом Декатлоне есть баллончики. Я тебе уверяю, потому Давай что... поспорим на символически. Давай, на давай. Что? На 5 бёрпи перед входом. Вот это подпрыгивание, Да. А, давай. Я говорю, что в этом Декатлоне есть CO2 баллончики, ты говоришь нет. Если их нет, я делаю 5 бёрпи перед входом. Если да, то ты Более будешь того. делать бёрпи. Сначала поехали в один Декатлон, там закончилось, Вадим Декатлон. а во втором оставалось вот последний для нас. Да, для нас. Выглядит вот так, оп, содрал. Если не содралось, добиваю зубом. И поехали дальше. Transition back. Red надо клеить на синий. Это же синий, правильно? Red синий, поэтому синий на синий. White. White это у нас красный. Круто, когда знаешь английский язык. Blue. Зеленый. Blue это зеленый. Ну, зеленый клеим на прозрачный. Так вот, оп. Разложили вещи по пакетам, погрузили велосипеды и поехали в сторону места старта и первой транзитной зоны на водохранилище Лала Такерхост. Такерхост. В общем, это 50 минут от Марракеша. Ну что, места тут, конечно, кайфовые, да? Это Люция. У нее есть свои дельфины, с которыми она нас познакомила после гонки. Если будете в Марокко, то в Агадир стоит съездить обязательно по двум причинам. Это Атлантический океан и дельфинарий. Точно вам говорю, не пожалеете. Новый сезон. Танцы с дельфинами. Арташе Саркисян. Во-во-во-во-во. Дельфин умеет петь. Вот реально, сейчас вот Ромка и... Это Рома, да? Нет, Рома вот. Ближний к тебе, Рома. Вот это Рома. Давайте, Снимай ребят, руки. давайте, пожалуйста, песня ваша. Вообще нереально, спасибо большое. Спасибо.
Вот мы, собственно, и в первой транзитке. Место необычное, транзитка компактная, плавать нам не разрешили. Но вот вам немного шок-контента. Организаторы, понимая труднодоступность локаций, взяли на себя доставку велосипедов из Марракеша к первой транзитке. Везли они их вот так. Я вот честно, когда увидел, как вот это все разгружали, не поверил своим глазам. В открытом кузове через картонку лежали велосипеды от $3000 до 15. Причем качество бесплатных дорог отвратительное. Канавы, битый асфальт, лежачие полицейские высотой по колено. Больно было представить, что могло случиться, а может быть у кого-то и случилось после подобного трансфера. Заходим в первую транзитку. Организаторы проверяют наличие браслета, стартового номера и обязательно застегнутого шлема на голове. Очень радует то, что транзитка короткая, не придется много бежать. Как вышел из воды, сразу транзитка, удобно. Вся суть пребывания в этой транзитке — это поставить велосипед на свое место и повесить синий мешок на свой крючок. В синем мешке лежит все, что необходимо для велоэтапа. Эта горка — выход из воды после первого этапа. В воде никого. Мы так и не попробовали поплавать до старта, хотя обычно в этом проблемы нет, но тут это не разрешают. На выходе из транзитки нужно получить чип, по которому за вами будут следить на гонке и снимать хронометраж. У Ironman даже есть свое приложение, по которому можно в реальном времени следить за атлетами, которые участвуют в гонке. Это очень удобно, особенно для тех, кто болеет. Еще один лайфхак. Как только выдали чип, сразу надень на ногу и не снимай до конца гонки. Да-да, спать придется в нем. В этом случае вероятность забыть чип или потерять где-то сводится к нулю. Все же знают, потерял чип, не допустили до участия в гонке. Марракеш. Марракеш? Куда? Марракеш? Даже скажи ему, чтобы за проезд передал. Вопросов к транзитной зоне 2 не возникло. Просторно, все понятно. Повесили мешки и поехали ужинать, ну и настраиваться на гонку. Запрещена. Нельзя метить свой мешок никакой херней. Это запрещено. Пару слов относительно челленджа, который мы придумали для меня. Дело в том, что в длинном триатлоне чествуют салютом и цветами только 2 человек. Первого — это победителя, и последнего — last finisher. С первым понятно, ради всей этой истории и проводятся гонки. А вот с последним, чего такого вот необычного, зачем его встречают? Дело в том, что на гонку отводится определенное время, за которое ее нужно пройти. Называется cut-off time. Все, кто не укладывается в этот лимит по времени, в протоколе соревнований получают DNF, то есть do not finished. На прохождение полной дистанции отводится обычно 16-17 часов. Представляете, насколько нужно быть выносливым и упертым, чтобы плыть, крутить и бежать в течение 16 часов? Именно поэтому последний финишер, который вошел в cut-off time, получает овации, салют и медальку. И это, правда, очень красиво. Вот мы решили проверить, насколько сложно попасть в cut-off time и прийти последним. Ну и, соответственно, что там будет на финише. Но об этом чуть позже. В общем, короче, сейчас без чего-то 6, да? Слышь, мула поет. Да. 14 градусов. Блять, вовремя. Че? Спали мы 3-4 часа, но это нормально. Важный лайфхак. Нужно выспаться за сутки до гонки. Как правило, в ночь гонки вы будете переживать, нервничать или просто сливать адреналин, если еще не очень опытный триатлонист. А организму нужно быть максимально восстановленным перед гонкой. Если вы решите ехать на машине на старт Марракеша, то учтите, ближайший паркинг будет в 4 километрах. Час дороги до первой транзитки, проверка велосипеда, подкачка колес до 6,5 атмосфер. Да-да, не до 8. Решено было качать колеса не до конца, так как поверхность дороги была дико неровная. Я потом ни разу не пожалел о том, что накачал именно 6,5 атмосфер. 7:37 до начала старта и закрытия транзитки осталось несколько минут. Челлендж сегодняшнего забега, челлендж сегодняшнего старта Ironman, у меня в крайнем случае, заключается в том, чтобы прийти последним. Давай пару слов перед стартом, что ты чувствуешь? Я последний раз себя так чувствовал в 97 Суперкубки КВН Сочи. Нам чего-то не хватает! Таких же чистых, кристально чистых эмоций не было. Собственно, ради получения таких эмоций мы и участвуем в подобных испытаниях. В Марракеше был запланирован роллинг старт. Это когда старт производится по 5 человек каждые 5 секунд. Очередь разбита на кластеры по предполагаемому времени, которое будет затрачено на прохождение водного этапа. Таш выбрал кластер 32 минуты. Давай, бро, хорошей гонки.
У меня была задача посложнее. Чтобы увеличить вероятность прийти на финиш последним, мне нужно было начать гонку с самым последним. Так я и сделал. Пошел в конец очереди и стал ждать. Честно скажу, чисто психологически было очень некомфортно смотреть 40 минут, как все участники заскакивают в воду с криками. Более того, через полчаса я стал наблюдать, как эти же атлеты начали выходить уже из воды, а я еще даже не стартанул. Моя очередь подошла, я стал в слот, прозвучал свисток, и оставшиеся участники ринулись в воду. Чтобы отстать от них, мне пришлось изобразить, как будто я ударился пальцем на ноге о стойку. Черт побери! Таким образом, я дал себе фору еще 5 секунд, и теперь я был 100% уверен, что я в cut-off time буду последний. Это видите, то это жижа, глина и какая-то херня, и вот так вот идти вперед. О, черт! Плавание было не очень приятным, вода была мутная, так как дно было глиняное. Первые 15 метров пришлось вообще месить ее ногами, так как глубоко было не сразу. Буи дрейфовали, и на последнем повороте участники поплыли на буй, который орги сняли и положили в лодку. Было необычно, когда все волонтеры на каяках стали разом свистеть в свистки и показывать руками в другое направление, где был финиш, так как все гребли совсем не в ту сторону, на тот буй, который сняли. Время плавательного этапа у Таши составило 40 минут 6 секунд. Мое купание длилось 46 минут 8 секунд. В транзитке я не спеша переоделся, поменял камеру и поехал в велоэтап. Впечатления от велосипеда у меня остались неоднозначные. Первая часть пути – это был набор порядка 900 метров, то есть по ужасному асфальту в гору, а потом с горы. Причем на спуске компенсировать время подъема мне было сложно, хотя я и из-за своей массы могу набирать достаточно высокую скорость. Даже недокачанные шины не давали мне возможность ехать комфортно. В процессе гонки я видел каждые 2-3 километра людей, которые чинили свои колеса. Бутылки вылетали постоянно. На скорости за 50 вылетела бутылка с моим питанием. 50-й километр я без питания. Мне казалось, что скоро моему велосипеду придет конец, но он выдержал. В населенных пунктах дети выбегали и собирали бутылки. Они очень искренне радовались, видя людей на странных велосипедах. Это поднимало настроение. В городе, а это последние 15 километров трассы, мы попали в обычный трафик, то есть никто особо не парился. Ну, едут велосипедисты, ну и окей. Не, ну эта машина едет как бы с нами вместе, а есть что, тоже участвует. Их можно обгонять слева, справа, можно перед ними развернуться, можно даже развернуться на лошади. Лошадь, блядь! Есть что, у меня Iron Man. Но, если не в курсе. Это по меньшей мере странно, так как аварийных ситуаций было предостаточно. Заехав в транзитку, я не спеша переоделся и потрусил на беговой этап, ведь теперь у меня впереди было 4 часа. Велоэтап у Таши занял 3 часа 6 минут 27 секунд, у меня 3 часа 32 минуты 4 секунды. Беговой этап. Бег был клевый, прямой, плоский, с болельщиками, с пунктами питания, где всего было предостаточно. Нужно было просто сохранить силы на велоэтапе и уметь бегать в 30-градусную жару. С учетом того, что я вышел на беговой этап к концу праздника, я видел только страдания и ходячие зомби. Бодро бежали единицы. Прикольный момент, когда я вышел на беговой этап, то Таш уже закончил первый круг, 10 километров, и окликнул меня со спины, когда я только выбежал из транзитки. Мы даже поболтали чуток. В итоге на бег у Таши ушло 2 часа 18 минут 2 секунды, и общее время на половинке в Марракеше составило 6 часов 20 минут 35 секунд. Я считаю, что это крутой результат для человека, который полгода назад не умел даже ездить на велосипеде. Мои же приключения на беговой трассе продолжались. Мне надо было уложиться со своим полумарафоном в 4 часа. Причем скажу сразу, кому кажется, что это элементарно, попробуйте. Чтобы вы понимали, что такое Ironman Марракеш с половиночкой. Вот этот чувак бежит со своим тренером. Тренер едет на велосипеде. Где-то за 15 минут до моего cut-off time я сдался и сел на бордюр с Ташем и стал ждать время своего финиша. 16:53, осталось еще 17 минут. Вот там вот финиш. Все меня ждут. Я скоро буду. Я рассчитал так, что за 3 минуты до конца мне надо забежать на автодром и красиво финишировать. Время настало, я побежал, и где-то через 2 минуты я начал понимать, что этих 3 минут, которые я себе оставил на финиш, нифига не хватает. Я бежал изо всех сил, боясь не успеть в свой cut-off. Было бы очень смешно потратить столько времени и не уложиться в него. Но я уложился, и время прохождения дистанции оказалось 8 часов 29 минут 35 секунд.
Что же ждало меня на финише? А на финише ведущий объявил, что я final finisher. Но на горизонте появился еще один человек, и все стали ждать его, чтобы понять, вписался в отведенное он время или нет. Я-то знал, что нет. Человек финишировал, но его результат был do not finished. Мне вручили букет цветов, поздравили с крутым результатом, и на этом все. Букет, кстати, я передарил. Нафига он мне нужен? Я же не веган. Пати финишеров, вот эта еда на столе по ринку Айронмена. Марракеш, ребята, приезжайте. Поедите вдоволь. Кстати, совместно с United Traders мы проводили конкурс, призом которого были 360 евро, и мы уже определили счастливчика. Даша в своем канале рассказывает, что есть внутри этого портфеля и как лучше потратить 360 евро. Поставила цель, выполнила. Довольно? Да. Будешь еще? Вы, наверное, спросите, а как же спор? Ведь было 10 тысяч рублей на кону, что с ними? А с ними все окей. Алексей, а именно так зовут нашего подписчика, который затеял спор, сразу вышел на связь, как только закончилась гонка и объявили результаты, и попросил прислать реквизиты, куда он должен перечислить 10 тысяч рублей. Ну, мы и прислали ему реквизиты благотворительной организации «Мята», которая работает с детьми из детских домов, помогает им учиться. Алексей мгновенно прислал подтверждение перевода. А вот такие у нас крутые подписчики. А теперь общая информация о потраченных деньгах. Слот на участие обошелся нам 25 тысяч рублей каждому. Авиабилет Москва-Касабланка-Москва 43 тысячи рублей. Летели мы марокканскими авиалиниями. Стоимость дополнительного багажного места еще 5 тысяч рублей. Гостиница на 4 дня обошлась в 50 тысяч рублей каждому. Посчитаем туда еще справку 1600 рублей, лицензию триатлониста 2500 рублей и автомобиль с бензином 15 тысяч рублей. Итого, без учета ресторанов, сувениров и непредвиденных расходов получилась сумма 142 тысячи рублей. Получили ли мы удовольствие на 142 тысячи рублей? Наверное, да. Но не от самого старта, а от путешествия. Какие выводы мы сделали о старте? Мне, как человеку, который бывал на большом количестве стартов серии Ironman, обидно, что бренд, выходящий по своей значимости и узнаваемости даже за рамки триатлонного сообщества, скатывается до китайского некачественного продукта. Гонка Ironman Марракеш тому яркое подтверждение. И еще вдвойне обидно, что первый контакт Таши с международным триатлоном произошел именно в таком формате. На марафонах, проводимых по всему миру, существует рейтинг стартов. Видимо, назревает подобная необходимость вести рейтинги даже внутри серии Ironman. Несмотря на то, что руководство Ironman говорит о том, что некачественные старты будут закрываться. Будьте здоровы, чмоки.